Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на сентябрь 2025 года для знака зодиака Овен. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интересный месяц. Месяц, в котором у нас такой важный эмоциональный период коридора затмения, который ведет нас к новым грядущим событиям этой осени, открывает нам путь. И все будет, конечно же, зависеть от нас с вами, как мы с этим справимся. Да, ребят, если вы смотрите этот гороскоп по Солнцу, то имеет значение, в какой декаде вы родились. Первая декада Овна – это те, кто родился в марте. Вторая декада с 1 по 10 апреля. И третья декада с 11 апреля и до знака зодиака Телец. Если вы смотрите по асценденту, то делите 30 градусов Овна на 3 равных отрезка. Из 1 по 10 градус это первая декада, с 11 по 20 это вторая декада, и третья декада Овна с 21 по 30 градус. Вот такая градация для того, чтобы смотреть, как будут играть события, потому что на каждой декаде будут совершенно разные истории. И если вы уже наслушались различных моментов того, что коридор затмения, это прям воу-воу, стоит его как-то бояться. Коридор затмений, он кармичный, да. Карма – это результат наших прошлых действий в дословном переводе, да, слово это означает. И да, все, что мы сделаем, будет у нас играть дальше. И сейчас мы разбираемся со всем тем, что мы натворили ранее. Были ли мы лояльны, были мы мудры, способны, насколько мы были ответственны. То есть ничего такого, все земное, обычное и нормальное. Ну что, ребят, готовы? Поехали. У нас первая неделя сентября, и очень сильно она, конечно же, будет с одной стороны выбивать из колеи, потому что включается такой мощный темп. Если вы заметили, последняя неделя августа, она уже такая разгонялась, да. То есть первая неделя сентября до коридора затмений, она будет, ну, достаточно быстрая, такая резкая, да. У нас здесь вступают такие аспекты: точная квадратура Марса с Юпитером. Этот аспект социальный, конфликтный. Юпитер – социальная планета, Марс находится в весах, будет делать оппозицию Овнам второй декады. Юпитер же, в свою очередь, делает квадратуру к Овнам, к Солнцу Овнов в транзитах второй декады. Поэтому здесь, дорогие Овны второй декады, этот аспект будет очень важен для вас. Точное его движение, да, то есть точный аспект будет как раз-таки с 1 сентября и до начала коридора затмений, и уже до 13 сентября он уже там будет расходиться, то есть там будет послевкусие всех наших действий и принятых решений. То есть здесь мы прекрасно понимаем, что вопросики с репутацией, вопросики с переездом, вопросики, которые имеют социальный вес, договоренности, весы, да, знак зодиака публичности, партнерских отношений, то есть с кем у нас есть какие-либо договорные отношения, и вообще это история такая публичная в обществе, да, либо это момент с нашей репутацией связанный. Будьте здесь аккуратны, репутацию можно испортить, если для вас это очень важно. Можно поругаться с близкими в том числе, потому что здесь абсолютно подходят точно партнеры по браку, коллеги на работе. Будьте здесь аккуратны, потому что не хотелось бы потом в коридор затмений здесь все вот так разруливать. Что у нас еще с 1 сентября? У нас начинает ретроградный Сатурн из Овна первой декады переходить в Рыбы. То есть 1 сентября Сатурн, который вот с 25 мая 2025 года был в Овне первой декады. Ребят, скажите, как у вас как раз случилась вот эта история, как вы почувствовали соединение Сатурна к вашему Солнцу в транзитных картах? Как вот это было? Вообще Сатурн – это планета ответственности. Уже пишут мне по другими знаками зодиака: неужели Сатурн пришел меня добить там к Рыбам, да, к Деве? Нет, Сатурн – это та планета, которая учит нас ответственности своим зрелым решением. Это наш позвоночник, то есть это наши границы, то есть это наше данное слово,
который мы сами себе даем и говорим: будет все вот так, я это сделаю. И когда мы сами нарушаем свои же обязательства, да, мы чувствуем себя не очень, хотим как-то вот это вот выгружить. Плюсом здесь же еще Нептун идет в соединении с Сатурном. То есть здесь очень велика вероятность переходить в эмоциональную сферу. Так вот, с 1 сентября Сатурн возвращается в Рыбы, и уже окончательно вернется в Овна, это будет 2026 год, да. Но вообще Сатурн это очень полезная планета, если вы собрались обзавестись земными такими фишками, как недвижимость, карьера со стабильной зарплатой, да, то есть если вы хотите прям плотный фундамент в своей жизни, здесь выстраивание отношений, то есть те отношения, которые вы хотите построить на года, да, век мы вряд ли проживем, да, если вы уже в зрелом возрасте, то есть вы меня поняли. Поэтому здесь, если вы хотите, устали вот от вот этого легкого, непонятного, вот этого постоянного ветра, да, и вам хочется уже стабильности, то Сатурн это та самая планета, которая в этом помогает. И здесь Овны первой декады. Сатурн уходит, и уходит вот это состояние, которое нас подтягивает, стабилизирует, идти вперед стабильно. Остается Нептун. У Овнов первая декада это такая, можно так сказать, расслабление, воодушевление, такая легкость или же иллюзия. Все зависит от состояния Нептуна в вашей натальной карте. Ребята, естественно, это общий гороскоп, дорогие, да. Если у вас есть свои вопросы, оставляйте в комментариях, пишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп я рассказываю, и то поделила по декадам, потому что то, что работает у второй декады, у первой вообще работать не будет, потому что длина аспектов чисто геометрически не дотягивается. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому оставляйте вопросы, я рассказываю дальше. У Овнов первой декады, при этом здесь у вас, ребята, в этом сентябре, да, работает, конечно же, еще и Плутон. Пусть он ретроградный, но он дает силу, мощную силу Овнам первой декады движения вперед. Плюсом здесь еще Уран, который в Близнецах, тоже дает мощную силу движения, проявления себя в новом, в каких-то моментах нестандартных, креативных. Все, что связано с тяжелыми знаниями, инженерные знания, компьютерные технологии, информационные технологии, даже новый бизнес сюда. Все новое для вас. Может быть, вы человек по жизни очень стабильный, да, у вас такие очень мощные показатели, но при этом вы в новом никогда не развивались и вам хотелось. Так вот, здесь Уран как раз-таки делает прекрасную аспекты для Овнов первой декады, чтобы подняться. И да, это первая неделя сентября, все очень активировано. Третья декада Овнов, сейчас спрашиваете, что вообще, почему про нас ни слова Женя не говорит. Ребят, у вас история, я не скажу, что она какая-то вот такая странная, печальная, нет. У вас просто сейчас момент, когда вы идете вперед, у вас не дотягивается Плутон, у вас идет Меркурий, да, потому что у нас первую неделю сентября как раз-таки вот эта напряженная ситуация Урана с Меркурием. Меркурий идет по третьей декаде Льва, но здесь нужно тоже ускорение, то есть включайте сложные знания, быстро переключайтесь в событиях, не зависайте на одном моменте, будьте аккуратны на дорогах. Вообще, в принципе, в принятии решений у вас очень сильно первую неделю сентября будет работать Меркурий в квадрате с Ураном. Аспект травмоопасный на дорогах, аспект невнимательности. Можно очень быстро намолотить и дров и поругаться в том числе, быть в состоянии, знаете, таком наэлектрилизованном. Но здесь постарайтесь думать рационально. То есть очень хорошо этот аспект работает, когда вы думаете рационально в каких-то быстрых таких ситуациях. При этом это хороший аспект проявить себя как-то креативно в работе, в знаниях, в ораторском деле очень хорошо, потому что Меркурий идет по Льву. То есть это выход на публику, да. Но может получиться эффект не совсем тот, который вы хотите, потому что аспект с Ураном это, если вы хайпуете, да, то есть может быть двоякое отношение к вам, поэтому будьте готовы
к хейту, да. Здесь вот такая история, которая может перейти в конце месяца, во второй его половине, ну, то есть с тем ощущением, что вы можете не справляться, потому что там будет аспект Венеры в квадрате с Ураном, и это перейдет на ваши личные отношения. То есть Овны третьей декады, будьте аккуратны в своей речи. Меркурий в прямом смысле это про речь, и здесь такая история очень ну, важная, чтобы не испортить социальные отношения, публичные в том числе. Лев это про публичность, про известность в том числе. Или же с детьми. Другая сторона льва, а Меркурий у нас во льве, это история с детьми и с родителями. Постарайтесь не ругаться, постарайтесь быть аккуратными, тактичными, потому что мы и есть точная копия наших родителей, да, здесь можно натворить дел, начнется коридор затмений, вот 2 недели, потом эта история будет мусолиться, эта история будет сложно переживаться, потому что нужно было рационально и трезво подумать, ну, просто потому что вот так бывает, и мы сами творим эту дичь. Не творите дичь, будьте аккуратны, принимайте взвешенные решения в любых отношениях на работе и дома. Если вы решили рискнуть, то ну, первая неделя, конечно, сентября, она будет такой быстрой и резкой. Это Овны третьей декады. Вторая неделя сентября будет, просто она будет более эмоциональна. Да? Здесь я уже подхожу к такой истории, что у нас 7 числа начинается коридор затмений. Сейчас для всех декад Овна говорю. Коридор затмений у нас с 7 сентября по 21-22. Все в зависимости от того полушария, в каком вы живете. То есть 2 недели убывающий лунный цикл начинается с полнолуние в Деве или лунное затмение и заканчивается в новолуние, нет, полнолуние будет в Рыбах, а новолуние будет в Деве. Заканчивается у нас на убывающем лунном цикле, поэтому мы все будем очень сильно подвисать. То есть то, как мы, да, начинаем вот этот сентябрь, у нас и будет связана как раз-таки наша история всего исхода коридора затмений, потому что он будет эмоциональный. Здесь Дева и Рыбы основная ось. Начинается он, естественно, да, с полнолуния в Рыбах, и это самый эмоциональный знак. Да. Влиять это будет на Овна очень сильно фатально? Нет, аспекты от самих вот, кармических узлов не дотягивают. Поэтому здесь я не буду вас пугать и говорить, что как-то фатально сложится. Нет. Но, естественно, мы все взаимодействуем с другими людьми. Естественно, мы все имеем эмоции, да, мы не отбитые. Поэтому мы можем просто ловить это настроение и себя еще накручивать. Поэтому я всегда говорю, будьте рациональны. Но завершаться коридор затмения у нас будет с новолуния в Деве, когда нам нужно рационально, трезво и четко по-земному посмотреть на ситуацию. И, скорее всего, мы придем, закончим этот коридор затмений на таких осознаниях, ну вот кто трезво будет стоять на ногах здраво, да, что в принципе ничего такого не произошло, и зачем мы эмоционируем, когда нужно было в этот период времени многое сделать. Естественно, у нас еще перед началом этого всего мероприятия 6 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Естественно. Кто очень сильно эту историю прочувствует? Овны первой декады. Поэтому здесь, дорогие, будьте аккуратны, понимайте, что работа над ошибками по Урану начинается. Если что-то у вас было не идеально в работе, и вы хотели, чтобы оно было идеально, не получается так. Нужно просто больше прикладывать усилий, не сдаваться и продолжать просто делать то, что вы уже начали делать ранее. Овны второй декады. На вас не повлияет никак Уран, не повлияет Уран. У вас история социальная на весь период коридора затмения. И, конечно же, да, у нас с 13 сентября, если вот так вот мы развиваем сентябрь, да, то первая неделя сентября, она такая большая, мощная, да, то есть очень много случается и у каждого по-своему. Потом у нас включается коридор затмений, мы как-то вот эмоционируем, да, на выходных. Вторая неделя сентября у нас продолжение вот всех этих эмоций. И, конечно же, вот эта история, которая
включается как раз-таки плюс еще у Овнов второй декады, это Венера. Венера, которая, да, распадается у нас на первой неделе сентября оппозиция Венеры с Плутоном, мы этому рады, но на второй неделе сентября у нас становится четкая квадратура Венеры с Лилит, которая очень сильно влияет на Овнов как раз-таки второй декады. Здесь история финансами, наша жизнь нравится, нам не нравится, любовные отношения в том числе. Если захочется менять имидж, облик и стиль. Помните, вначале говорила, да, что будет аспект Венеры с Ураном. Это вторая половина сентября. А сейчас Венера с Лилит и все наши страхи, которые уходят в подсознание, да, с нашими внутренними ощущениями, нравится нам, не нравится, достойны ли мы той жизни, которой живем, недостойны, хотим ли мы большего, схватит нам под это финансы, да. То есть здесь история, я вам хочу сказать, что будет такая интересная, захочется, то есть если будут приходить деньги, они будут приходить, да. Здесь история того, что захочется очень много начать тратить. Будьте аккуратны в тратах и тратьте их на историю, которая вам полезна, не для того, чтобы выделиться перед другими, да. То есть не играйте вот в эту социальную игру, потому что здесь нужно вот со страхами со своими поработать. Венера в квадратуре с Лилит – это история нашей внешней красоты, имиджа, проявленности, в том числе наших финансов, соответствуют ли они тому обществу, в которое мы хотим попасть или в котором мы живем, живем ли мы для себя или для кого-то. То есть понимаете, насколько это важна такая глубинная история. И вторая неделя сентября как раз-таки у Овнов именно второй декады очень сильно будет вот эта история работать. Если мы говорим дальше, то одна из напряженных вторая неделя сентября, просто потому что если мы в первой неделе натворим дел, то, естественно, мы с ними будем разгребать. С третьей недели сентября, да, с 13 сентября могу сказать, что включаются такие достаточно интересные аспекты. У нас Венера в квадратуре с Ураном, аспект свободы, когда мы хотим начать распылять очень много денег, выходить из отношений, ругаться, ссориться. Это социальные связи, естественно, Венера была в квадратуре с Лилит, теперь Венера в квадратуре с Ураном. Овны второй декады и Овны третьей декады, будьте здесь, пожалуйста, аккуратны. Овны первый в отношениях, именно сфера отношений у вас может очень сильно пострадать, можно начать конфликтовать, портить свою репутацию и начать очень сильно тратить деньги. Овны первой декады, будьте, вы знаете, в чем аккуратно, потому что земной Сатурн, да, он с Овна уже откатился, то есть вообще никак не влияет, да, и остался только Нептун, который добавляет очень много иллюзий, когда соединение Нептуна с Солнцем, то есть это очень много иллюзий, которые нас движут, ну, не туда. Когда проходит этот аспект, мы всегда думаем, что это какое-то, знаете, было у нас какое-то наваждение, мы не с теми людьми начали общаться, не те фильмы смотреть, вообще не в ту сторону идти. То есть, как правило, это всегда бывает так. Плюсом здесь еще и Венера, да, в квадратуре с Ураном. Можно уйти очень быстро не на ту дорожку, подумать, что мы можем найти себе более легкие и интересные отношения, но этот флер закончится точно так же быстро, с коридором затмений. Это правда так, потому что в конце сентября у нас будет включится такой мощный аспект, как Марс в квадратуре с Плутоном. Овны вообще всех декад прекрасно знают, что это два управителя, которые находятся в аспекте готовности и выживания. То есть и здесь момент включается, когда мы понимаем, осознаем, что нам нужно в прямом смысле начать уже делать гораздо больше для того, чтобы иметь ту жизнь, которую мы хотим. Ну, либо у нас начинают какие-то там разрушения финансовые, по связям в том числе, но об этом чуточку позже. Да, с 13 сентября у нас Венера в квадратуре с Ураном, у нас начинает уже издалека, да, издалека Солнце в соединении с Меркурием, в соединении с южным кармическим узлом, как раз-таки в оппозиции с Сатурном и Нептуном. И да, эта история косвенно влияет на Овнов. По большей части Овны
первой декады, кто не доделал свои дела, связанные с недвижимостью, связанные с финансами, социальным статусом. Здесь эмоциональные истории, скелеты шкафов в отношениях, да. То есть это история появления бывших, бывшие дела, проекты, отношения, да. То есть особенно если вы заигрались в отношениях, здесь будьте очень сильно аккуратны. Венера, Уран тоже распадется быстро, мы не заметим, но осадочек останется. Поэтому здесь, еще раз говорю, для того, чтобы нам, да, закончить вот этот вот коридор затмений, нужно трезво составить себе тезисный план, что мы хотим. Потому что заканчивается вот эта история, но уже начинается вот этот аспект Марс с Плутона, да, с 13 сентября, но он начинает съезжаться медленно, да, и к окончанию коридора затмений, то есть 21-22 у нас, конечно, уже точная квадратура Марса с Плутоном. У нас новолуние в Деве, да, новолуние в Деве, почему постоянно сбиваются мысли, вижу и куда-то уходит. Плюсом у нас Венера, конечно, начинает откатываться от Урана, но на момент запуска нового лунного цикла с нами еще все те же эмоции, которые были. И если мы нестабильны в своих взглядах, они нас уводят. Они уводят нас из реализации того, что мы планировали. Овны первой декады начинают проваливаться в прошлые какие-то моменты, уходить в иллюзии, в тусовки, где хочется вот так вот как-то блеснуть, как-то вот так в легкости. Сентябрь сложноватый месяц по сравнению даже с августом. Здесь нужно доделать недоделки, про которые вы знаете. Овны первой декады, они очень сильно завязаны на финансах, поэтому здесь нужно с этим разобраться, разбирать очень много проектов, идти вперед, да, то есть в работе брать новые горизонты, подавать резюме, если вам надо, и вы поняли, что та заработная плата, которая у вас есть, вам ее не хватает. Если вы решили начинать новый стартап, новый проект, свое дело, хорошее время под финал коридора затмения. Вообще, в принципе, у нас просто под окончание коридора затмений, да, солнечное затмение у нас будет, или новолуние в Деве, да, 21-22 сентября, и 22 сентября у нас осеннее равноденствие, то есть еще один очень важный эмоциональный день. Начинается астрономическая осень. Кстати, трехмесячные гороскопы выйдут сразу после сентябрьских. Поэтому астрономическая осень у нас до 21 декабря будет длиться. Естественно, там у нас очень много событий. Естественно, там у нас очень много силы. Гораздо больше, чем в прошлом году. Я вам так хочу сказать, ребята, и очень много возможностей. Но вот этот сентябрьский коридор затмений, он как раз-таки нас не для того, чтобы выбить из колеи, а для того, чтобы показать нам все наши слабости. И Овнов первой декады слабости я уже озвучила. Овны второй декады подвисайте как раз-таки на репутационных моментах, на социальном весе общества. Почему-то теряете свою ценность. Да, думаете, что другие люди очень сильно на вас влияют. Они и правда влияют, потому что вы им позволяете. Вы в этом провисаете и не раскрываете весь свой потенциал. Понимаете, о чем я говорю? А здесь история в этом сентябре как раз-таки запустить, ну, очень мощно свое движение вперед. Дело свое новое, да, свои знания пустить в работу, расширить свои горизонты, масштабы. Либо это связано с чем-то локальным, переехать, да, то есть улучшить уровень своей жизни, либо это связано с трансграничным, да, с заграничным. То есть здесь вот такие масштабы, я вам говорю, ребят. Овны третьей декады у вас, конечно, ребята, очень сильно важна история отношений. Эти отношения любовные, да, эти отношения публичные в том числе, потому что Венера у нас отвечает и за 7-й дом, это отношения в обществе. Венера у нас отвечает и за 2-й дом в наших натальных картах, и, естественно, от вашей публичности будет зависеть ваши финансы, и эту историю тоже нужно очень сильно понимать.
Не буду пугать, что коридор затмений очень сильно плохо влияет. Нет, он наоборот для того, чтобы нам вот так на ладони показать, где мы эмоционально нестабильны. Мы взаимодействуем с другими людьми, хотим мы этого или нет. Мы все социальные, и нам очень сильно важно, мы все зависим от социальных проектов, да, и здесь нужно иметь это в виду. И то, как мы, конечно же, подведем наше осознание под финал коридора затмений, у нас остается последняя неделя сентября. И я хочу сказать, ребят, здесь остается очень важно вообще для всех овнов, это квадратура Марса с Плутоном, которая связывает как раз-таки, ну, с 23 сентября как раз-таки Марс переходит в Скорпиона, и здесь начинается такая очень мощная история движения вперед. Сильная история пробивных сил у овнов третьей декады, да, овны первой декады. Ребят, нужно мягко, продуктивно идти вперед. То есть на Овна второй декады этот аспект не работает, у вас никак не будет он прослеживаться. У Овнов третьей декады можно со скандальной стороны себя повести и испортить себе жизнь. Еще раз хочу сказать, кто смотрел на меня ранее, знайте, что у нас большой, очень мощный на небе такой не аспект даже, а конфигурация на большие деньги. Это Плутон с Нептуном, Сатурном и Ураном в потрясающих аспектах, которые на всю осень и до конца 2025 года на большой подъем финансовый. И это работает со всеми овнами, естественно. Поэтому здесь, дорогие, хочу вам сказать, что нужно просто брать свои силы, мотивацию и идти вперед. Также у нас весь сентябрь Юпитер в квадратуре с Лилит. И, естественно, эта история в трине с Лилит, и эти трины идут на северный кармический узел. И плюс это очень сильно история работает с овнами второй декады, потому что Юпитер очень сильно упирается. Здесь, как говорится, если вы берете вот эту силу и считаете, что вы, овны второй декады, заслуживаете другой жизни, то поднимайте всю свою мудрость, мотивацию, силы, знания, связи, контакты, самолюбие в том числе, да, и идите вперед, идите вверх. Если вы малодушничаете, говорите, что вам много не надо, тогда уже живите скромно. Но я сомневаюсь, что на таких аспектах. Просто если вы меня смотрите, и вы понимаете, что, ну, как бы я-то хочу больше, чем я сейчас имею, да, и если вы уже начали ругаться со своими близкими из-за каких-то таких мелочей, объективно понимаете, что Юпитер всегда выплескивает, да, то есть это такое состояние человеческой натуры, когда у нас что-то не получается, мы выплескиваем свой негатив нереализованности на своих близких и любимых. Не надо так делать, овны второй декады. Просто поймите, что мы сами не дорабатываем, и надо просто идти вперед. Вот такая история, философия, гороскоп на сентябрь 2025 года для всех овнов. Дорогие, хочу сказать, что месяц обещает быть очень продуктивный для всех овнов. У каждой декады по-разному, у каждого свои вопросики, истории стоят на кону, да. Но если сейчас не уйти в тусовку, в эмоции, слезы, переживания, выяснение отношений, по итогу получится очень хорошо. И финальная неделя сентября на растущем лунном цикле, да, когда мы уже полноценно войдем в астрономическую осень, когда уже вот Марс, Плутон будет работать, кроме него-то другие аспекты уже не будут работать, но будет работать связка Сатурн с Нептуном в оппозиции с Солнцем, да. Ну, то есть овны первой декады только будут чувствовать острую такую мощную историю движения, да, вперед, именно фундамента, необходимости и важности фундамента, да. У других своя игра, поэтому, дорогие мои овны первой, второй, третьей декады, собираемся, идем вперед, и все будет хорошо, если мы не будем поддаваться эмоциям. Ну что, ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, плейлисты, заходите в них, ищите свой знак зодиака. Асцендент – это финансовый гороскоп. Неважно, все в помощь, работаем и движемся вперед, потому что от сентября будет зависеть наша с вами осень. И здесь мы сами выбираем, как мы хотим жить. Ну что, ребят, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.